Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же коварный план она задумала. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вы сейчас можете находиться, знаете, в таком состоянии, которое я называю вообще состояние нестояния. Это состояние, когда вообще опущены руки, когда нет настроения. У кого-то это апатия, у кого-то это депрессия. Особенно это касается тех, у кого недавний разрыв был. Даже если у вас вот прошло уже какое-то время, все равно вот отголоски у вас остались. Знаете, такое ощущение, что вы вот раньше вот вы были совершенно другим. Вот раньше вы больше улыбались, вы раньше больше какой-то компанейский такой были. Сейчас вы человек, который, ну, наверное, мало улыбается, потому что не хочется улыбаться, особо не хочется, кошки скребут на душе. Здесь могут присутствовать разные ограничения. Это может быть от такого вот добровольного отшельничества до ограничений вообще в каких-либо вот контактах, да, и контакты с женщинами, с друзьями, да, это именно вот когда ничего не хочется. Смотрите, здесь еще присутствует такой момент, вот у некоторых из вас, да, вот помним, потому что это общий расклад, момент, когда некоторым хочется помириться. Вот любовь до сих пор присутствует, потому вам и плохо, потому и грустите, потому не можете прийти в себя, забыть вот эту вашу любовную историю. Может присутствовать момент, когда хочу помириться, но сдерживаю себя. Хочу помириться, но понимаю, что назад дороги нет, что ничего не получится, да, потому что предали, потому что сделали больно, потому что как раньше уже не будет. Здесь такой момент, когда вы, ну, чуть ли не, знаете, вот как говорят, чуть ли не по рукам себя бьете, чтобы не позвонить бывшей. Опять же, делаю акцент, что это некоторые. Я знаю, что среди вас, я вот и читаю ваши комментарии, да, и по раскладу я вижу, что именно некоторые, несмотря ни на что, хотят помириться. Я, конечно, вот не могу этого понять, вот если честно. Когда тебя делают больно, когда тебя унижают, тебя все равно тянет. У кого-то это магия, может быть, у кого-то это именно вот любовная зависимость. Это как привязка какая-то к человеку, да, вот это уже реально это зависимость. Но здесь такой добровольный такой отход, да, добровольно вы себя сдерживаете. Ну, плохо, ну, даже неплохо, а хреново на душе. Я просто по-другому не могу назвать. Далее. Также у некоторых может проигрываться, что у вас финансовые проблемы. Это может быть связано с потерей работы, это может быть связано с каким-то сокращением, это может быть связано с уменьшением зарплаты, да, вот именно какой-то такой финансовый кризис может быть на предприятии, что сокращают рабочие места, сокращают зарплаты, поэтому финансово может быть туговато. Поэтому, ребята, если у кого-то есть такой момент, ну, денежку попридержите, чтобы всегда была вот такая вот заначка. Потому что дальше у вас начнется вот новый жизненный этап. Но это уже будет совершенно другая история. Мы не будем смотреть, какой именно этап, да, мы сегодня о другом будем смотреть. Но с финансами, вот именно с финансами могут быть какие-то вот временные трудности. Причем даже среди вас есть те, у кого, ну так сказать, двойной удар. Это потеря чувств, то есть семьи, да, потеря любви. И потеря вот именно работы. Это такой вот удар просто ниже пояса, который, ну, реально вас в ступор, может быть, вогнал, да, потому что ты не знаешь, как двигаться дальше. Помимо того, что тебя предали, тебя сделали больно, да, может быть, даже тебя обобрали как липку, либо же вы сами отдали большую часть там денег, имущества. Плюс еще теперь с работой не лады. То есть здесь даже, знаете, какая еще ситуация может быть? Что вот реально вы по жизни такой человек щедрый, вы все отдаете, и вы доотдавались до того, что у вас у самого сейчас уже как бы, ну,
И мышь в холодильнике скоро повесится, и карманы скоро опустеют просто из-за вашей щедрости, из-за того, что вы вот жили всю жизнь для других, а теперь у вас еще и финансовые проблемы, да, потому что вот кризисы, вот эти все дела, которые сейчас везде происходят, застали вас немного врасплох. Так, что еще происходит у вас? Одиночество, тотальное одиночество. Вот женщина, которую вы любили, повергла вас в такое одиночество, что не хочу ничего, не хочу никого. Хотя женщинам вы нравитесь. Вот вы женщинам нравитесь, но они вам не нужны по факту сейчас. У кого-то могут быть, да, вот романчики, вот я это не раз уже говорила, да, вот довольно часто эта ситуация у нас проигрывается. Бывают романчики, но это не от хорошей жизни, это так, чтобы у кого-то не сойти с ума от горя, да, вот развлечься немножечко. У кого-то это для здоровья, так сказать, да, то есть у каждого это будет по-своему, но здесь женщинам вы нравитесь, но они вам по факту не нужны. У вас абсолютно не тот настроение, абсолютно... Но не хочется сейчас никаких отношений, не хочется не то, чтобы даже брать ответственность на себя. Вы не готовы к отношениям. Напишите в комментариях, есть такой момент. Потому что тотальное одиночество, тотальное такое состояние вот ненужности. Может быть состояние одиночества в толпе, когда плохо, когда... Ты не знаешь, что будет дальше, как двигаться дальше. Вот, постоянно, да, вот я опять уточнила. Состояние именно одиночества из-за женщины, которая была вашим центром вселенной, которая сейчас далеко. Из-за нее вы вынуждены вот жить так, как живете сейчас. Я понимаю, некоторые из вас могут написать, что да я сейчас кайфую, мне так классно, да. Да, вы можете кайфовать, понятно, что это общий расклад, да, кому-то он может не подходить, это естественно. Но я вам скажу, вот этот ваш кайф, вот это даже больше бравада, да, она ненадолго, поверьте мне. Рано или поздно вы затоскуете, вы заскучаете. Вот это я сейчас говорю к тем, кто вот говорит, что да я шикую, я кайфую, мне так клево, да, одному. Да не клево. Одинокому быть никому не клево. И вот эти девочки, однодневочки, они очень быстро вам, ну, надоедят, так скажем, да, если есть такое слово. Эти девочки, ну это чисто ваша развлекаловка. Вы, знаете, бежите сами от себя, вы бежите от каких-то своих воспоминаний, от мыслей, да, вот вы считаете, что за вашей вот этой маской бравады, да, мне классно, я кайфую в одиночестве, но здесь тоже скрывается израненная душа, поэтому, ну, радоваться здесь не от чего. Одиночество никого не красит, и вот некоторые говорят, одиночество это удел сильных. Но знаете, люди вообще это существа парные. Поэтому, когда у человека нет пары, как правило, да, большинство людей чувствуют себя некомфортно. Ну, естественно, из любого правила есть исключения, есть разные люди. Но, тем не менее, то, что я вижу по раскладу, то вам очень некомфортно быть одному. Вам больно, вам плохо, вы не хотите никого впускать в свою жизнь на данный момент. Так, давайте-ка теперь смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад, и будем разбираться, что за коварный план у нее. Это женщина, от которой вы ушли, либо же она вас оставила, то есть у всех будет своя ситуация, в любом случае вы с ней разошлись. Женщина – это ваша головная боль. С этой женщиной вы когда жили, знаете, вы иногда, может быть, даже задумывались, зачем я на ней женился. Вот с одной стороны, я ее люблю, я ее боготворю, а с другой стороны, вот зачем я женился, если я ей не нужен. Если то, что я для нее делаю, не ценится, если у нее в голове вот, ну такое, сею-вею, знаете, погулять, покутить, подружки, то есть человек абсолютно несерьезный. Женщина, с которой даже, вот я говорила, пришла женщина на расклад, с которой даже некоторые хотят помириться. Но я так подозреваю, что это ваша бывшая зазноба. Давайте будем разбираться, что же за коварные планы она там носит у себя в голове. Любительница красивой жизни.
Смотрите, она и сейчас живет исключительно вот для себя. Раньше вы жили для нее, сейчас она старается жить для себя. Если у нее финансы позволяют, то да, она тратит на себя деньги. Если у нее финансы заканчиваются, она начинает присматривать себе. Причем я склоняюсь даже к молоденьким мальчикам. Вот она почему-то начала за более молодыми охотиться. Вот она ищет, знаете, ей хочется и молодого, и обеспеченного, и, конечно же, такого эротичного товарища. Но, тем не менее, вот сейчас давайте будем уточнять, смотреть, что у нее здесь происходит. Хочется ей любви, а ее пока нет. Вот у нее сейчас, у нее личная жизнь стоит на паузе. Вот на паузе, да, вот эти мальчики как-то все реже обращают на нее внимание. Почему они все реже обращают внимание? Потому что они видят, что она большая любительница денег. Она так себя ведет с людьми, помимо того, что она высокомерно себя ведет, эгоистично, да, вот у нее в каждом взгляде, в каждом жесте, вот читается, ну прям в глазах вот эти деньги у нее стоят. У нее на лбу написано, что вот хочу много денег, хочу много подарков, хочу красивой жизни. Это все считывается. Это женщина, у которой сейчас вот, ну я не могу сказать, что у нее прям большие финансовые проблемы, но у нее сейчас есть своего рода жизненный тупик. Именно в плане вот личных отношений. Вот у нее постоянно вот мальчики, молодые мальчики, да. Но как-то вот реально у нее сейчас на паузе личная жизнь. Это ее в такой своего рода шок повергло, да, и вот она задумалась, что делать дальше, как выруливать из этой ситуации, да, потому что хочу красивую жизнь, привыкла к деньгам, привыкла к подаркам, причем, дорогие, вы ее такой сделали, вот без обид. Вы ее в каком-то смысле разбаловали. Ну, понятно, да, задатки у нее были. Но вот вы ее залюбили. И теперь вот она ищет исключительно таких отношений, в которых на первом месте это богатство, это деньги. Это ну, какие-то выгоды и возможности мужчины. Это женщина, которая выбирает вот не сердцем, она выбирает мужчин мозгами. Поэтому смотрите, кто хочет вернуть такую даму, она абсолютно не поменялась. Ее коварный план, что она хочет? Что она хочет? Смотрите, она попытается через какое-то время, ну, подрулить к вам. Она попытается именно сблизиться, но я думаю, это будет не в ближайшее время, это чуть попозже. Чтобы, знаете, вот включить свою великую актрису, которой она является. Вот реально она несостоявшаяся актриса. Она попытается как-то вот наладить с вами отношения. Это может быть, знаете, вот шаг к примирению, как хотите. Это шаг к какому-то сближению. Понятно, что вот открыто она не придет и она не скажет, что вот давай мириться, там я тебя люблю, давай все вернем. Конечно же, этого не будет. Это будет какой-то хитрый, коварный план. Это будет, да, вот это могут быть даже песни о любви, так скажем. Это будет заход издалека. Ну, знаете, как это обычно начинает? Вплоть до того, что она там в смс-ке просто смайлик пришлет, привет, как дела, там, то есть издалека такой заход, да? Но это приведет к тому, что она начнет рассказывать сказки о любви, о том, что я поняла, как я тебя люблю, либо же я там кроме тебя никого не люблю, мне никто не нужен и все такое, понимаете? То есть это будет заход очень такой осторожный, очень коварный. Причем это будет такой, ну реально спланированный заход к вам. Мне даже интересно вот бывает читать, как вот некоторые из вас мне периодически пишут, что действительно бывшая проявилась, да, вот годами, может быть, месяцами не общались, а тут на тебе начала атаковать. Поэтому даже если вы сейчас не общаетесь, будьте начеку. Еще может быть такой момент, что она через детей, вот может подсылать детей под каким-то предлогом. Знаете, как вот бывает, пригласи папу там на ужин, на праздник, там давай куда-то съездим с папой.
То есть будьте осторожны. Вот все, что касается, даже вот, ну понятно, с детьми вы будете общаться, конечно, это святое. Но если здесь будет касаться именно момента, что вот ребенок скажет, давай с мамой погуляем, либо же там в гости пошли, да, здесь бы я вам советовала уже задуматься, а не мама ли подослала этого ребеночка, да, а не мама ли уже первые такие происки, первые шажочки делает. Довольно часто, я вам скажу, женщины манипулируют через детей, подсылают детей, потому что она боится вашего гнева. Она боится, что вы не захотите с ней особо разговаривать, да и вообще вашей реакции она боится. Что она хочет? Давайте разбираться, почему она к вам решила подкатить. Более подробно давайте разбираться. Ну, конечно, пентакли, ну куда же без них? Вот вы куете денежки, вы куете пентакли, понимаете? Вот кто знает Таро, пентакли это деньги, это все материальное. То есть ей хочется опять получать деньги, красивую жизнь, подарки, потому что у нее сейчас не лады с мужчинами, у нее, вот, видите, ей не хватает денежек. Поэтому она начнет так очень-очень осторожно налаживать с вами отношения. Здесь может быть даже момент, что она, смотрите, очень внимательно слушайте, потому что вот, она такая дама, которая будет не только к вам, как бы так, подлезать, да, она будет еще параллельно присматривать других мужчин. Вы посмотрите, вот два мужчины постарше и вот два мужчины помоложе. То есть она будет и в интернете, и в реале общаться, где только можно, она будет искать вот эти вот такие, знаете, лазеечки, где выгодно. Но вы будете первый, конечно, потому что она вас знает как облупленного, она с вами была много лет, допустим, да, она знает, на какие рычаги надавить, она знает, на какой козе к вам подъехать, поэтому вы будете первый, такой подопытный кролик, к которому можно подкатить, да, а авось пронесет, а вдруг получится, да, его назад так заарканить. Но посмотрите, вот она такая вся эмоционально холодная дама, не умеющая любить. И вокруг, посмотрите, мужчины разных возрастов. У меня прям мурашки побежали, ну честное слово. Я с вами уже вся в мурашках. Постоянно, ребят, с вашими раскладами я постоянно в этих мурашках. Так, смотрим дальше. Что же будет еще нам? Вот еще один. Ну да, ей, конечно, мальчиков. И мальчиков хочет. А ни хренашеньки не получится. Вот ее приговор. Вот. Вы на это не поведетесь. С чем я вас и поздравляю. Мужчины тоже, я не вижу у нее, что... Мало того, что они ее, знаете, вот... Мужчины, которые будут у нее попадаться в жизни, ну реально будут ее пользовать. Ну вот по-другому я не назову. Пользовать будут ее. Это, знаете, как... Ну не хочется мне, конечно, так отзываться, но уже, извините, по-другому не могу. Это женщина... ну, которую используют, извините, как помойку, да, вот как помойное ведро, в которое можно сходить, которую можно использовать. Вот такого плана человека используют. Поэтому я в который раз обращаюсь к тем из вас, кто хочет помириться. Ну, вам нужна женщина, которая... именно финансово ориентирована, именно ориентирована не на чувства, не на любовь, да, а именно вот на деньги, на комфорт, на красивую жизнь. Да, конечно, любому человеку хочется быть любимым, да, хочется и красивой жизни, всего хочется, но почему-то все не кидаются на деньги, да. Вот есть люди, у которых все-таки есть какая-то порядочность, ответственность, которые именно вот на любовь нацелены, да. Всем нам хочется красивой жизни, всем хочется, конечно же, подарков, но не бегают же все подряд и кошельки не ищут, правильно? Ну, но это трэш, у меня просто нет слов. Это такая дама, вот я смотрю, да, вот... Ну просто одни мужчины ее окружают, мужчины разных возрастов, из которых она вот пытается еще и вас выудить, выдернуть. Может быть, еще от вас что-то поиметь. Поэтому, если вам нужны приключения, если вам нужна очередная головная боль, страдания, разочарование и все, что с этим связано, пожалуйста, вы можете на это повестись.
Я не говорю сейчас о тех случаях, когда реально человеку нужна помощь. Понятно, что все живые люди, у кого-то, может быть, там какие-то реально серьезные проблемы, даже у бывших жен бывают проблемы, и некоторые мужчины, ну, чисто так по совести, да, вот по старой памяти, по-человечески просто помогают, да, кто-то финансами помогает, кто-то еще какую-то помощь. Поэтому, если есть возможность, вот прощупайте, вот она начнет вам какую-то сказку рассказывать, прощупайте, узнайте. Если, допустим, она начнет рассказывать, что там серьезная поломка, я не знаю, там холодильник поломался, стиральная машина поломалась, все поломалось, да, вот нужны срочно деньги. Ну, проверьте, ну, напроситесь в гости на чай, да, и посмотрите, работает этот холодильник или нет. Ну, я сейчас утрирую, понятно. Ну, прощупайте как-то это все, да, потому что, ну, реально бывают случаи, когда нужна помощь. Тогда да, тогда это уже вы, если хотите, можете, конечно же, помогать. Это, ну, чисто по-человечески. А так, если она будет вам петь про любовь, морковь, не ведитесь. Вот что я вам хочу главное сказать. Это просто будет неправда. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!